Женщины в перманентном макияже, посторонитесь, идет лев. Преподаватели сами не знают, что они дают базовые знания художественных школ. Фатальная ошибка. Первым делом, что я сделал, я отписался от всех мастеров. Какая же у нас главная вещь в технике волосков? Рисовать. И на основании вот этих данных я уже и вывел свою технику. То есть закатал штанину и на ноге начал вот эти надрезы делать. Ты же смотришь, допустим, на работу супруги и думаешь, так, дорогая, здесь, конечно, там не доработала. Было такое? Мы до сих пор как молодожены. Так у кого очередь больше, у тебя или у нее? А вообще должен ли мастер быть каким-то психологом, работая с головой человека? Однозначно, в перманентном макияже маржинальность гораздо выше, чем татуировки. Профессионал сразу увидит, что это уже никуда не годится. В первую очередь это бьет по спине. У тебя есть почерк, волосковая техника, лев. Приветствую, Лев. Приветствую. Мужчина в сфере перманент макияж. Все верно? Да, все верно. Представься, пожалуйста, расскажи о своих регалиях, о том, чем ты занимаешься, чтобы наши гости познакомились с твоим творчеством, профессиональной деятельностью. Мое имя Лев. В татуировке я вообще с 99-го года прошлого столетия. А в перманенте с 19-го года, совершенно случайно все произошло. Вернее, не совершенно случайно. Я так подозреваю, моя супруга, она меня специально заманила, попросила меня отвезти ее на конференцию. И мне разрешили там присутствовать, так как я был сопровождающий, и мне там все понравилось. И сразу же во время этой конференции я говорю, я тоже хочу быть мастером. Так как я практиковал татуировку, я думал, что я все это смогу легко сделать. И, в принципе, не ошибался. И вот так вот и попал в сферу. Какие сейчас регалии? Это выступления, места на чемпионатах? Есть какие-то факторы успеха, которые можно проговорить, чтобы человек понимал, с какого уровня героем мы их знакомим? В общем, после того, как я закончил базовое обучение, прошло всего 4 месяца, и в Краснодаре на одном из чемпионатов я победил в своей номинации. И опять же, это мне далось так вот легко, можно сказать. То есть каждый мастер, в принципе, может быть довольно-таки с небольшим опытом стать хорошим мастером. Дальше у меня пошла карьера. Я начал выступать в качестве спикера нон-стоп на конференциях. И таким образом у меня и личный бренд сформировался, и начали мастера меня узнавать и звать на мастер-классы, давать мастер-классы. Вот. А сейчас больше преподавания или работы с клиентами? Сейчас больше, наверное, работы с клиентом. Клиентская база, она как быстро сформировалась, потому что мужчина в сфере перманентного макияжа, как будто бы звучит довольно странно. И еще вопрос, мастер по татуировкам, руки такие незабитые. На самом деле я татуировки повыводил. Повыводили? Да, когда приобрел лазер, я начал первым делом удалять свои татуировки, потому что это было в далеком 99-2000 году, и те татуировки, которые тогда смотрелись круто, сейчас они совсем не круто смотрятся, поэтому я их и удаляю, и удалил многие. Хорошо, а перманент, вот как росла база клиентов, то есть вообще как девушки, приходя к мастеру, видели, что это мужчина, который будет делать сейчас брови, губы, волосковая техника, да, вот в этом специалист. Был какой-то страх, предрассудки, стереотипы? Вообще, тогда, когда я начинал, мужчина в перманенте — это была дикость. И в том регионе, где я живу, до сих пор многие люди удивляются, когда видят, что мужчина мастер. И тогда мне очень тяжело получалось набирать клиентскую базу, но это из-за того, что я не вел соцсети. И у меня как такового личного бренда, связанного с перманентом, не было. И мы набирали мне клиентов через страницу моей супруги. Она у меня тоже занимается перманентом. Вот. И как-то заманивали, ценой где-то заманивали, где-то еще чем-то. Многие клиенты узнавали, что мужчина, они даже радовались. Они думали, что, вернее, есть такой стереотип, что мужчина всегда делает лучше, чем женщина.
попахивает сексизмом, но есть такой стереотип, что мужской взгляд для женщины как будто бы очень важен. Да, важен, особенно если это правильно преподать. А То как есть это можно подать? это правильный комплимент, уверенное лицо и уверенные действия, и никаких видимых сомнений не должно быть. То есть клиент не должен заподозрить, что мастер в чем-то сомневается. Так интересно, если мы говорим, допустим, про пластику, хирургию, там мы больше знаем мастеров мужчин. А если мы говорим про перманент, как будто бы индустрия наполнена больше женщинами. Вообще, как эта арена сейчас развивается с точки зрения мужского присутствия в контингенте мастеров перманентного макияжа? Ну, вообще я наблюдаю, что очень много мужчин сейчас обучаются перманенту, но немногие из них ездят по конференциям, и большинство из них неизвестно людям. Там на пальцах одной руки можно сосчитать мужчин, которые сейчас присутствуют везде, на конференции ездят и медийно как-то где-то рисуются, можно сказать. А если мы говорим вообще про тему, просто вот как что мужчину привлекает в области перманент макияжа? Это работа с девушками, это творчество. Мы-то знакомы с тобой вообще по другому чату, и мне казалось, что Лев занимается строительством, чем-то таким брутальным. С виду очень брутальный, такой взрослый, мускулинный мужчина, и вот сфера перманента. Вообще, почему я туда пошел? Во-первых, мне понравилась сама вот эта атмосфера, движение. Там очень интересно вообще на самом деле в мире перманента. Но я, наверное, больше пошел из-за того, чтобы показать другим мастерам, девушкам, что как можно работать, как можно хорошо работать, как можно научиться и делать классный перманент. Я только из-за этого. У меня спортивный интерес, и больше, наверное, мое эго взыграло, что я хотел им показать, как надо делать. То есть женщины в перманентном макияже, посторонитесь, идет лев. Да, да. Круто. А что смущало Льва в работах женщин? Меня в работах женщин... Ты хотел показать, значит, что-то было не так, что-то было неправильно. Что было неправильно, если мы говорим про то время, когда ты начинал? Угу. У меня художественное образование, так. И я вижу, вернее, я знаю вот эти понятия, как градиент, растяжки, штрихи и тому подобные вещи, связанные с колористикой, с техникой. И я вижу, что люди не знают абсолютно ничего об этом. И хотелось показать, что как можно применять художественные навыки именно в перманенте. Это очень ценится и в макияже. Мастер, у которого есть художественное образование, кто понимает, где нужно затемнить, где нужно немножко сделать посветлее, где градиент, растушевка. Вообще, как ты сейчас оцениваешь рынок перманентного макияжа у себя в регионе, в Москве, в России, в мире? Поделись, пожалуйста, своими личными мнениями, как мастера растут, или еще есть куда расти, и чего не хватает современным мастерам? Или хватает? Сейчас у нас с мастерами, круто, я бы сказал. Очень много мастеров крутых, прям очень крутых мастеров. Твой личный топ. Ты смотришь на работу и говоришь, я так еще не умею. Нам всегда интересно посоревноваться, все-таки разговор мужской. Да. Поэтому думаешь, ты будешь моей следующей целью. Я хочу перерасти тебя. То есть, если мы девушкам уже показали, на своем уровне победили в чемпионате, кто восхищает? Что не получается? Какие есть препятствия? Есть, конечно, то, чему хотелось бы развиться. Как это сказать? Хочется делать лучше. Но среди тех мастеров, которые у нас есть в России, да, они классные, я не хочу ничего сказать о них, что они какие-то некомпетентные, они классные, высококлассные и супер крутые мастера, но я хочу развиваться именно в своем направлении. То есть когда я развивал свою технику, именно волосковую, первым делом, что я сделал, я отписался от всех мастеров, чтобы развиваться именно в своем направлении. То есть я ставил какие-то эксперименты, потом как ученые ставят эксперименты, они записывают каждый шаг. И у меня то же самое происходило. Я записывал каждый шаг, вплоть до того, какой штрих я делал, какой пигмент, какой консистенции. И на основании этих данных я уже и вывел свою технику.
И я в ней работаю, и хочу ее развивать все больше и больше, чтобы она стала узнаваемой, и она не была похожа, ну, она и так не похожа на другие техники. Ее даже вот на соревнованиях, мне кажется, ну, судьи сразу узнают, кто работал. Если мы говорим глазами простого человека, чем отличается твоя работа от мастера, который выступает, ну, допустим, в такой же технике, но не использует твои фишки? Ну, для клиента, по сути, это ничего не говорит. Для клиента разницы нет. Разницы нет. Хорошо, если мы говорим про мастеров, в чем разница? Мастера видят, да, им, ну, у каждого свои вкусы, у каждого свое мировоззрение, и кто-то видит в моей работе верх совершенства, кто-то говорит, что это не мое, ну, то есть разное, делится публика. Хорошо, если мы говорим про мир, арену перманентного макияжа, где у нас Мекка, то место, вот ты для себя считаешь, что вот там рождаются и работают самые лучшие мастера. То есть откуда сейчас мастеру перенимать знания, опыт? Мое личное мнение – это Юго-Восточная Азия. Юго-Восточная Азия, Да. более конкретно это куда? Это Вьетнам. Это сильнейшие мастера, вот, на мой взгляд, именно оттуда. А с чем это связано? Это связано с изобразительным искусством, то есть в том регионе, той стране. Вот в России изобразительное искусство, оно классное, очень развитое, но немножко испохаблено Европой. Поэтому у нас есть как отличные мастера, офигенные просто мирового масштаба, и есть слабые. Азия, у них искусство очень развито. У них настолько филигранное прикладное искусство, ну, может быть, слышали там дьявольские шары или там камнерезное искусство от Востока. Вот. Ну, я считаю, что это именно с этим и связано. Чем сильнее развито искусство в регионе, тем более развитые мастера. И что является, допустим, была конференция во Вьетнаме, да, совсем недавно, от Ханафи. Да. Ты там принимал участие? Нет. Не принимал. Почему не поехал в Мекку? Не получилось. Не получилось. А вообще хочется? Конечно. И вот, ну, к примеру, если мы говорим про какую-то сферу, ну, допустим, кулинария, мы там все знаем Гордона Рамзи, да, который является там шеф-поваром, на которого смотрят очень многие. На кого смотришь ты? Как бы ты сейчас рекомендовал мастеру расти? Где получить основу и вот к чему стремиться, если мы говорим про твою волосковую технику, про твой индивидуальный почерк? Ну, я думаю, это Азия, опять же. Там есть очень много громких имен, и они как мастера очень сильные. Но моя мечта была познакомиться вот с Кевин Ли. Я даже приехал на Интерперманент в 2021 году, по-моему. Он был там заявлен как спикер. Я хотел с ним там познакомиться, но он не приехал. А во Вьетнам, когда там была конференция от Ханафи, он тоже там был, но я не вовремя отказался. То есть я с самого начала отказался, потому что у меня были кое-какие дела у себя дома. Но потом, когда я увидел, какие спикеры там были и какие мастера, я пожалел. Все-таки встреча с кумиром еще не произошла. Да. Но вот если мы говорим про его технику, в чем он интереснее, в чем его особенность? Я пытаюсь все-таки раскопать. Волосковая техника — это та история, про которую многие говорят, интересуются, у каждого какой-то свой почерк. Вот чем Кевин Ли интереснее, необычнее, в чем его аутентичность как мастера перманентного макияжа? Подача. Подача. Подача и харизма. Это личное качество. Это личные качества. Вот, кстати, тема soft skills и hard skills в работе мастера. Как она проявляется? Он, говоришь, не развивал свои социальные сети, пока первое время шла запись через жену, которая, кстати, поддерживала, не поддерживала, как она смотрела на развитие мужа в сфере перманентного? Она меня все время и подталкивала, она меня поддерживала постоянно. Если я где-то в депрессии, ну, расстроен тем, что у меня не получается, она всегда мне говорила: у тебя получится, у тебя на самом деле все классно. То есть она мне внушала веру в себя. А если мы говорим, что в семье мужчина такой добытчик, защитник, у вас не было конкуренции на сфере перманентного макияжа? Нет, никогда не было такого, да. У нас очень теплые и доверительные отношения, и у нас никогда не было такого, что кто-то кому-то там
давал претензии, что ты мало зарабатываешь или много зарабатываешь. Ну, по уровню, вот ты же пришел в перманент, чтобы научить девушек, как это можно делать. Вот как здесь в работе в паре, ты же смотришь, допустим, на работу супруги и думаешь, так, дорогая, здесь, конечно, там, не доработала. Было такое? Поначалу, да, было такое, потом мы поняли, что мы должны это доносить друг другу как-то другим способом, потому что любая критика, она, как бы она ни была конструктивна, она немножко бьет по самолюбию, и приходится как-то проявлять свои дипломатические способности и доносить это мягко. И у нас это все происходит настолько мягко и незаметно, что нету таких ситуаций. Так у кого очередь больше, у тебя или у нее? Из-за того, что у меня техника очень редкая, и я ее выполняю очень хорошо, у меня клиентов больше. Хорошо, ты все-таки смог доказать женщинам, что... А техника волосковая, она более сложная? Она, да, очень сложная, и, в принципе, ей может овладеть любой мастер. Но 95%, наверное, 90, до 99% мастеров, они упускают одну главную вещь. Какая же у нас главная вещь в технике волосков? Рисовать. Рисовать на бумаге. На бумаге, именно на бумаге, ручкой. Не надо брать машинку, иголку, коврики, краской. Просто рисовать ручкой на бумаге. Твоя работа есть также в социальных сетях? Укладываешь? Да, я укладываю. Свои рисунки? Свои рисунки. Это получается тот soft skill, который позволяет и прокачать hard skill, и рассказать о тебе как о авторе для подписчиков, правильно? Да, совершенно верно. Хорошо, на тебя подписываются мастера и просто клиенты, верно? Да, У вас с ними есть какие-то взаимоотношения, диалог с клиентом? Как они тебя видят со стороны? Клиенты в первую очередь смотрят на меня как на художника. На художника? Да. На творца, то есть как бы да. ты творческий человек, который точно сделает как-то, как вы умеете. Да. Есть такой стереотип, что художник, он всегда делает лучше, и он видит лучше. Ну, слушай, вот у меня, человек, который не настолько погружен в эту сферу, есть определенное осознание того, что если человек хоть что-то рисует реально на бумаге, для меня его скилл в макияже, не знаю, даже в покраске вот дома стены, я понимаю, что он видит падение там, тени света, у меня есть такое предубеждение. А вот что является фактом? Потому что есть предубеждение в голове человека, а есть факт. Художник в первую очередь это профессионал. Которого обучали несколько лет тому, как правильно падает свет, как правильно подобрать цвет, что такое воздушная, линейная перспектива. Все вот эти приемы для создания какого-то шедевра или произведения искусства. И, естественно, художник, работая в какой-то другой сфере, он эти знания применяет. Потрясающе. У нас очень много мастеров на подкасте, и все говорят, нужно идти учиться базе, базовый курс в сфере перманент. Дают ли вообще какое-то художественное образование на базовых курсах, или людей обучают не тому, наверное, чему бы, может быть, ты бы хотел их обучить, если бы они записались к тебе? В принципе, базовые обучения там даются, какие-то базовые знания. Даже преподаватели сами не знают, что они дают базовые знания художественных школ. Тот же самый штрих, знание колористики, смешивание цветов и тому подобное. Те вещи, которые художники изучают год-два в художественных заведениях учебных, за несколько дней умудряются мастера давать своим ученикам. Быстрые знания в наше время очень хорошо продаются. Насколько это реально помогает человеку? Все-таки практика важна или все-таки какая-то более долгая подготовка, чтобы выстрелить в сфере перманентного макияжа, чтобы тебе стояла очередь, чтобы тебя клиент воспринимал? Либо есть другие способы, которые тоже работают. Можно быть просто ярко интересной девушкой, либо мужчиной, смешно шутить шутки, и люди будут идти на твою атмосферу в студии. И в целом у тебя процедура будет такого же уровня, не хуже, не настолько хуже, что человек бы это понимал. Как выстраивать свой бренд мастеру? Надо все включать. Надо и постоянно развиваться, и тренироваться, и без личного бренда никак, потому что клиент, он никогда не пойдет к мастеру, которому он не доверяет. А если нет фотографии или хотя бы одного видео в аккаунте, где мастер сам себя транслирует, то не пойдет клиент к нему. Нету доверия. А вот ретушь в вашей сфере — это очень такая интересная история, потому что многие переретушируют и показывают те работы,
ну, они-то настолько их трансформируют, что не похоже, что настоящее. Ну, понимаешь, о чем я говорю. Как ты к этому относишься? Ну, я изначально к этому относился отрицательно. Да, это для аккаунта, для трансляции это классно. Это картинка красивая, клиент на нее идет. Но когда клиент получает не то, что есть в ретушированной фотографии, он, естественно, будет возмущаться. И этот прием, он работает недолго. Он, может быть, на какой-то короткий промежуток времени он сработает. Но когда клиент живой человек, он не дурак, он понимает, что его обманули. И в конце концов он не будет ходить и утратит доверие. Это одно из действий, которыми мастер пилит сук, на котором он будет долго сидеть. Что еще является фатальной ошибкой мастера перманентного макияжа? Это, знаешь, фатальная ошибка, как из ТикТок. Не тренируется? Не тренируется, не практика. Мы берем только клиентов, но не работаем творчески. Вот работа у нас получается на силиконе, либо тренироваться нужно на моделях, которые готовы к экспериментам. А вообще, где набивать руку? Как правильно набивать руку мастеру? Ну, тут, опять же, кроме моторики, работая на коврике, необходимо мастеру посещать выставки, пробовать рисовать и хотя бы 1 час посвящать своей профессии, развитию, смотреть видео всевозможные. Это дает насмотренность. А когда есть насмотренность, то внутренний диалог уже может поставить именно тот вопрос, который ему нужен. А когда есть вопрос, тогда и мастер знает, куда ему развиваться. Вот у меня есть такая параллель некая, допустим, с мастерами по волосам, с колористами, с парикмахерскими в целом, даже в Москве. Ну вот, работая в бьюти-сфере, ты понимаешь, что девушка, допустим, которая находит классного мастера, она прям за него держится. И в целом, мы если смотрим на рынок, потому что невысокий порог входа, часто мастера недоучены, либо просто их научили делать какие-то базовые вещи, они их исполняют. Как идет градация мастера перманента? То есть вот где есть ступеньки, на которые ты находишься сейчас, вот сам как мастер, и сколько нужно еще приложить усилий, чтобы подняться еще там на пару уровней выше? Потому что есть кто работает на базовом уровне, а есть кто прям стреляет, улетает прям в небеса. Вопрос не понял. Вопрос в том, на каком уровне находишься сейчас ты, и на каких уровнях вообще существуют мастеры. Как вообще уровень у нас в целом по региону, уровень вкуса? Потому что уровень насмотренности равно уровень вкуса. Какого цвета сможет сделать там брови, да, допустим, человека, либо там волосковая техника. Мне это интересует с точки зрения вообще рынка. Ну, есть первый уровень. Это мастера, которые только после базы. Они еще мало знают. Ну, на базе там, естественно, дают какие-то теоретические знания. Они, да, хорошие, но теоретические знания, они без практики... Испаряются вообще. Да, они малозначимы. Это вот первый уровень. Следующий уровень, когда мастер уже отработал где-то клиентов 100, у него уже есть представление о том, как это заживает, как цвет реагирует вообще, как ведет себя пигмент под кожей через год. То есть некий опыт появляется. Это уже опытные мастера идут от года до 3-4 лет. Это. Ну, сейчас некоторые мастера прям уже через год становятся высокопрофессиональными. И есть профессионалы, которые очень долго в этой индустрии, которые очень много проработали, у них очень большой опыт. И самое главное, они анализировали все свои работы. И следующий уровень уже те мастера, которые дают мастер-классы. Это один из самых высоких уровней, но он не самый высокий. Следующий уровень уже идет, это спикеры, которые просто делятся своим опытом, практически не работают, но у них настолько колоссальный опыт и знаний очень много, и становятся востребованы как спикеры. Развитие сферы. Что, допустим, в волосковой технике появилось в этом году и чего ждать в следующем? Ну вот что-то развивается, материалы появляются, пигменты, машинки, подход, мода. Вот изначально старомодность мастеров, то, что заставляет некоторых людей покидать, допустим, какую-то творческую профессию, это может быть фотография, музыка, что угодно, человек просто застревает, вот он выучил там какой-то прайс-лист услуг, зарабатывает там свои деньги, но в какой-то момент индустрия начинает сильно обгонять мастера. Понимаешь, о чем я говорю? Да, понимаю. Ну, в волосковой технике индустрия обогнала какой-то момент мастера. Это было где-то году 2020-2019. Это что произошло? Расскажи, пожалуйста. Техника стала устаревшей, той, которой работали мастера.
Ну, все ли это понимают? Вот сколько мастеров, если мы сейчас просто прозвоним объявление каждого мастера и пришлем ему фотографию, он скажет, ну, это нормально. Или вот профессионал сразу увидит, что это уже никуда не годится. Конечно, профессионал сразу увидит, что это никуда не годится. Сейчас в волосковой технике именно натуральность. То есть тот самый гиперреализм, рисовать как настоящее. Вот. Раньше это делалось линейно, прорисовывалось, там немножко грубоватые приемы были. Сейчас приемы совершенно поменялись, они более разнообразные стали, и каждый мастер свое видение передает. Кто-то рисует линейно, красиво получается, кто-то линии делает пиксельные, тоже очень классно получается, и при заживлении. То есть и те, и другие способы, они имеют место жить и неплохо смотрятся. Но вот мастер, который не отстает, вот, допустим, сейчас, что будет в тренде в следующем году? Мы будем дорабатывать гиперреализм, то есть мы будем добивать эту историю, либо если девушка приходит и говорят, мы вам сделаем натурально, она скажет, я хочу ярче. Как здесь образовать клиента, как его убедить в том, что нужно сделать именно так, как выстроить диалог и доверие? Ну, тут должна быть еще клиентоориентированность. Никогда не надо делать именно так, как мастер захотел. Всегда надо слушать клиента, его предпочтения. Если мастер очень компетентный, он может убедить клиента в том, что то, что клиент хочет, хорошо или плохо, и показать ему как надо. Если клиент согласится, все это можно делать. Но есть клиенты, которые со своими убеждениями, с ними тяжело спорить, и с ними даже и не надо спорить, просто надо делать то, что они хотят, но красиво это сделать, чтобы смотрелось эстетично. Надо уметь как-то так лавировать. А приходится ли тебе, как мастеру, вообще лавировать, или к тебе приходит, у тебя есть почерк, волосковая техника, Лев, и вот это какой-то определенный бренд уже в регионе? Да, это определенный бренд, и в основном основная масса клиентов приходит именно за той техникой, которую я делаю. Ну, конечно, есть те клиенты, которые хотят то, чего они сами не хотят. Или они не знают, чего они хотят, и приходится с ними диалог чуть дольше вести, потихоньку приводить к тому, что я делаю. И в итоге им нравится, они кайфуют, балдеют. А есть такие, которые всегда недовольны, но это уже надо работать с клиентом не над техникой и не над тем, как ему делать это, а работать с его головой. А вообще должен ли мастер быть каким-то психологом, работать с головой человека, если к нему, допустим, есть один клиент, который просит, чтобы с ним поговорили, воспитали, когда у нас есть очередь из других людей, которые готовы просто дать деньги и сказать, Лев, я тебе полностью доверяю, я ложусь на кушетку, поехали. Ну, в идеале, конечно, да, это так, когда, Лев, я тебе доверяю, там, плачу деньги и тому подобное. Если бы такие все были, я бы прям делал по-своему. Но приходится вот с клиентами общаться, находить общий язык, диалог там. И многие прям подсознательно требуют, чтобы я у них в голове поковырялся, вправил им мозги. Это нормально, и я считаю, что мастер, который хочет развиваться, хочет расти, и нет предела совершенству, считаю, то он просто обязан находить общий язык со всеми клиентами. Хорошо. Если мы говорим про нашу страну, и, допустим, такой регион, как Москва, как быстро тренды Москвы доходят до вашего региона? Кто у вас является законодателем, так сказать, направлений, на кого ориентируется город, вообще регион? Ну, в плане техники Москву я бы... Нет, я, наверное, не буду это говорить. Не считал бы эталоном. Вот. В основном, наоборот, периферия приходит в Москву со своим. Москва в плане бизнеса, в плане коммуникации, она впереди всех. Это однозначно. Но в плане техники, техника, она рождается обычно в регионах. Аутентичная техника рождается из самородков? Я думаю, да. Так. Лев, чем отличается работа с татуировкой декоративной от работы с перманентным макияжем, да, микротатуировка? Ну, у них как есть общие черты, так и различия. То есть татуировка, если она большая, там задействованы
другие аппараты, это нужны мощные, большие, чтобы рука не уставала, тяжелые аппараты. Конфигурации игл немножко другие, потому что там большие площади надо прорабатывать. Мини-татуировка, она уже больше похожа на перманентный макияж, но там техника как в татуировке. То есть мы работаем, можно работать такими же тяжелыми аппаратами, но деликатно так, как в перманенте. А в перманенте уже, ну, там довольно-таки проще, чем татуировки. Потому что в татуировке надо включать как-то художественное видение больше, чем в перманентном макияже. В перманентном макияже художественное видение напрягается только тогда, когда мы рисуем эскиз. Дальше уже у нас чисто моторика работает. Мы градиент выкладываем так же, как моторики, равномерный прокрас и тому подобное. В татуировке уже больше художник работает. Там уже где-то надо наврать красиво. Ну, я имею в виду с эскизом. На эскизе одно, а рисуем на коже, смотрится все равно по-другому. И надо включать мозги и где-то чуть темнее делать, где-то чуть светлее. Ну, это вот. Нет такого, что, допустим, татуировка перманент, она легче, чем татуировка, допустим, художественная? Или это примерно разные сферы, и мы не можем их даже вообще как-то ставить в одну параллель? Ну да, это зависит от мастера, кого какие предпочтения. А у тебя был какой опыт в художественной татуировке? Ну вот, что ты рисовал? У тебя был какой-то почерк? Если у тебя, получается, в перманенте волосковая техника, то в художественной татуировке? А в художественной татуировке мне всегда нравились миниатюры детализированные и черно-белые. Цветные я так не люблю, потому что очень много времени уходит. И я вообще с живописью не дружу, потому что я учился на скульптора, и там у нас всегда рисунок только черно-белый. Графика, да? Да, только графика. Поэтому я живопись не особо люблю. Хорошо. Лев, скажи, пожалуйста, вот мини-татуировка, чем привлекает тебя? Тем, что ее можно сделать за один сеанс, это в первую очередь, потому что с большими татуировками работа, это, как правило, 1, 2, 3, и до бесконечности можно растянуть эти сеансы. Зависит от детализации, плотности прокраса и тому подобное. А мини-татуировка, эти все моменты, они существуют, и плотный прокрас, и детализация, но это можно сделать гораздо быстрее, и, соответственно, это монетизируется лучше. Работа мастера перманент даже более выгодная, чем работа мастера-татуировщика. Да, это еще и по расходникам. То есть в татуировке мы можем использовать кучу картриджей, кучу колпачков для краски, а в мини-татуировке и перманентном макияже это сводится к тому, что мы используем 1-2 картриджа от получаса до 2 часов времени, и все. Ты работаешь на пигментах Ханафи? Да, на пигментах Ханафи. Я вот недавно для себя их открыл. Именно черный пигмент. Так-то я бровными, губными там, и для перманентного макияжа работаю давно этими пигментами. А вот именно черные пигменты я для себя недавно открыл. Во-первых, им удобнее работать, укрываемость хорошая, и самое главное, при заживлении он не становится синим. Это проблема пигментов такая бывает. Это не то, что... Ну да, это проблема пигментов в основном. И проблема в том, что мастер еще и забивает глубоко, но с этими пигментами мне очень удобно работать. А выбор неправильного пигмента, это прям вот насколько это важно для мастера? То есть насколько вот это выбор краски важен для хорошей картины? Ну, существуют краски, которые предназначены для контура, какие-то для прокраса. А с Ханафи, что мне понравилось, ими можно работать как в закрасе, так и в контуре. Хорошо себя ведут они и там, и там. Это, получается, ускоряет процесс и делает работу мастера более простой и понятной. Да, совершенно. Ожидаемой, так сказать, для Да, новичка да. особенно. То есть если человек не понимает, как там, куда может перейти градиент и как ляжет краска, это такой ремень безопасности для мастера перманентного макияжа. Я его вот использую очень часто для учеников. Я даю эту краску, и они работают, и нормально. Мы не боимся, что там где-то поплывет, где-то в синеву уйдет.
Хорошо, вопрос в стиле Дудя. Сколько сейчас может зарабатывать в регионе мастер перманент макияжа, если это более выгодно, чем художественная татуировка? Ну так, если можно не раскрывать свой доход, но в целом поговорить про порядки. То есть хороший мастер, он там стабильно зарабатывает там 300-500 или это меньше? Но это все зависит от мастера, насколько он может продавать свои услуги. А однозначно, в перманентном макияже маржинальность гораздо выше, чем у татуировки. Гораздо выше. Хорошо, но про порядок сумм мы не можем говорить пока. Нет, почему? Можем говорить. Ну, в моем регионе, например, татуировка оценивается где-то от 1000 рублей за татуировку. Это то есть самая маленькая, и от нее дальше пляшут, стоимость устанавливают. А в перманент? А перманент, он начинается, самый захудалый мастер, он берет где-то 3000. 3000, а вот волосковая техника, она получается более сложная, более дорогая, Более правильно? сложная, да, более дорогая. У меня вот, например, в моем регионе самый высокий ценник. Ну сколько? 12 тысяч у меня стоит процедура, и желающих хоть отбавляй. Мы считали с Юлей, сколько у нас получается Донченко, правильно? Да. Мы считали с Юлей Донченко, она говорит, что некоторые мастера берут там до 6-7 человек в день. У тебя сколько получается? Ну, я, можно сказать, немножко обнаглел. Так. Я больше 2 клиентов в день не беру. Да, мне кажется, это круто. Когда ты можешь полностью отдаться человеку или нет? Да, я полностью отдаюсь, я расслабляюсь. Иначе, если людей больше, то в первую очередь это бьет по спине. Угу. Начинаются боли в спине, какие-то с опорно-двигательным аппаратом проблемы начинаются. Именно из-за этого я начал посещать спортзал, зарядки по утрам. Но больше 2 клиентов в день я стараюсь не брать, потому что это профилактика моего здоровья. Супруга, когда захотела обучиться, мы не нашли, где курсы, где обучаться микроблейдингу. И на Алиэкспрессе я нашел вот эти манипулы для микроблейдинга и пигменты какие-то. Это мы уже в Москве нашли пигменты. И чтобы понять, как работать, я начал на себе это использовать. То есть закатал штанину и на ноге начал вот эти надрезы делать, отслеживать, как они заживают, как правильно. Ну, то есть выработал правильную технику, и когда уже понял, что это правильно, показал жене, говорю, вот так делай. Она на мне тоже поцарапала, потом мы на бананах, на апельсинах потренировались, потом первые модели пошли, как правило, это сестренки, там, подружки, и в итоге это все разошлось в сарафанное радио, и люди начали требовать, чтобы им делали микроблейдинг именно вот у моей супруги. Она является таким человеком, который с тобой рядом, который тебя поддерживает. Расскажи, пожалуйста, насколько ее роль велика, она как бы уже неоценима, она привела тебя в перманент. Вообще, расскажи просто про ваши взаимоотношения в профессии, ну и как личности. Это вообще очень круто, и мне кажется, нам все мастера завидуют, потому что мы, когда выезжаем на конференции вдвоем, все так сильно удивляются, что мы вдвоем и вдвоем мастера. Ну, на самом деле, да, это так. Мы целыми днями только о работе и говорим. Если мы ездим по отдельности на конференции какие-то, то есть у нас инвестиции монетизируются очень хорошо. Один человек поехал, он усвоил знания, приехал, все рассказал, поделился. И вот так вот мы прокачиваем друг друга. Это получается, мы прокачиваемся гораздо быстрее, в 2 раза быстрее, чем одиночный мастер. Выгорание не наступает? Не наступает вообще. У нас взаимопонимание идеальное, можно сказать. Мы до сих пор как молодожены. Мы друг другом наслаждаемся, ходим везде вот вдвоем, всегда вдвоем, общаемся. У нас всегда есть тема для разговоров. Мы всегда что-то обсуждаем. Мы где-то рилс какой-то увидели у мастера или каких-то мастеров обсуждаем, или же... в общем, о профессии мы бесконечно рассуждаем. Вы счастливы в сфере перманентного макияжа, то, что выбрали такую профессию? Да, я счастлив. А менять не планируете? Вот просто если бы мы говорим про какое-то развитие, или вот прям думаете, что здесь потолок безграничен? Я думаю, что потолок безграничен. Развиваться всегда есть куда, именно в этой профессии.
А что еще, получается, у нас конференция является элементом того, что все общаются, люди обмениваются опытом. Что еще привлекает лично вот тебя, допустим, и супругу в профессии перманент? Ну, заработок. Заработок, финансовая сторона. Да, это в первую очередь, да, общение с людьми. И это же классно, когда едешь в какой-то другой город, и там у тебя есть знакомые или же друзья. Вот сейчас я езжу в тот же Ульяновск, в Энгельс, Краснодар, Москву, и я все время встречаюсь со своими друзьями-мастерами и прекрасно проводим время. Получается, есть некая комьюнити мастеров перманентного макияжа, которые вместе растут, и это является тоже привлекательной стороной профессии мастера. Да, вот именно. Кстати, да, Лев, вот давай финализируем наш подкаст. Как ты считаешь, нас смотрят мастера, и ты являешься примером того, что мужчине настоящему не помеха и перманентный макияж. Я могу сказать, что художественное образование, получается, является очень важным фактором развития мастера. Что бы ты еще отметил для тех, кто смотрит подкаст и думает сейчас о том, чтобы развиваться в профессии, либо на нее вступать? Ну, вообще, я бы порекомендовал не только в профессии перманентного макияжа, но и любой профессии, чтобы развиваться, в первую очередь нужно любить свое дело. Если мастер не любит свое дело, то он никогда не разовьется. Ты любишь свое дело? Абсолютно. А вот когда произошла любовь? Ну, я понимаю, что ты пришел на перманент. Сначала у тебя было такое: я вам сейчас покажу, девчонки, как нужно делать волосковую технику и перманент. А потом ты влюбился в людей, в общение с людьми. Или вот что тебе понравилось? Или благодарность, вот эта энергетика, когда девушка говорит: спасибо огромное, Лев, там твоя работа, просто столько комплиментов и так далее. Да, вот именно тогда и начал любить свою профессию. И повлиял один случай. Я одной девушке сделал бесплатную процедуру. У нее была на фоне химиотерапии аллопеция. И сделал брови ей. Она, когда пришла на коррекцию, она уже пришла совершенно другой человек. У нее начали расти волосы, и она была одета по-другому. Ну, у нее глаза горели. И она мне призналась, что, вы знаете, после того, как вы мне сделали брови, я начала себя любить. И, естественно, когда человек позитивно мыслит, и все болезни его проходят. И у нее... В общем, она излечилась от рака полностью. И живет сейчас полноценной жизнью, у нее все выросло, все классно. И я думаю, вот именно вот такая благодарность, она и побуждает любить свою профессию. Это очень трогательная история. Надеюсь, что наши зрители, смотря на тебя, смотря на твои работы, смогут что-то перенять, подписаться на твои социальные сети, следить за тем, как ты растешь, где выступаешь. Ты когда будешь выступать в следующий раз, чтобы люди пришли? На конференциях? Да. Так. Ну, на следующий год я еще пока не планировал. Но, скорее всего, это будет, наверное, Саратов. Название не помню. ПМ-ассамблея, вот. Дорогие друзья, с нами был Лев. Лев, огромное спасибо, что поделились опытом. Нам очень приятно. Пожалуйста, следите за Львом. Используйте лучшие пигменты Ханафи. Да? Да, Ханафи — это самые крутые пигменты. Это 100%. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Всем пока. Пока-пока.